Здравствуйте, дорогие зрители канала Огород и сад у дома. Сегодня хочу рассказать вам о размножении синодениума. Это семейство молочайных Синодениум гранта. Это суккулент, кустица. В зависимости от условий освещения может расти либо кустом крупным, либо вытягиваться в форме таких пальмочек. Как, например, вот этот экземпляр. Видите, ствол почти что голый. И вот только в самом конце такие розеточки листьев. И чем-то напоминает пальму. Кстати, в естественных условиях синодениум произрастает только в Африке. В недавнем выпуске про синодениум я показывал, как он цветет. И вот видите, вот остаточки цветения уже после цветов сформировались такие вот семенные коробочки. Вот часть черешка семенного отломилась, и я просто положил на землю. Не знаю, как будет дальше, прорастет или нет. Будем наблюдать. А вот эти семена еще находятся на веточке. Я думаю, что они полностью дозреют. И от них, вероятнее всего, потом получить маленькие растеницы. Вот эту рощицу из синодениумов я получил очень простым способом. Это черенкование. Такой способ размножения очень прост. И сейчас я вам покажу. Все эти черенки были получены вот с этого крупного растения. Вот видите, остался такой стволик, на котором уже появились новые побеги, которые также можно будет срезать. Один из которых я сейчас срежу. Хотя сами по себе они тоже смотрятся очень декоративно, красиво. Вот видите, вот стволы такие, они от самого низа растут. С другими растениями также они сочетаются вместе. В данном случае тут растет каланхоя. Сейчас сделаю немножко свет не таким ярким. Вот каланхоя прекрасно уживается. И вот рядом отпускаю, да, драцена. Вот видите, я ее специально убирал, чтобы показать вам. Вот тоже прекрасно. Вот такое сочетание из трех цветов в этом горшке прекрасно смотрится. Вот, и сейчас вот я общий план сниму, посмотреть, как в целом выглядит этот горшок. Ну, довольно-таки оригинально. Там на втором плане китайская роза. И вот видите, вот этот ствол такой дугообразный. Вот он. И вот в самом конце, как я уже говорил, вот пальмообразная такая форма. Причем не просто как пальма прямая, а еще и в ампельном в таком виде. То есть синодениум очень гибкое растение, гибкое и в плане ствола, и в плане создания различных композиций. Так, ну а мы перейдем к показу очеренкования. Я решил все-таки не срезать этот черенок, предоставив ему возможность расти дальше, чтобы он принял такую вот ампельную форму, такую же, как вот у этого черенка. Вот он свисает и смотрится очень оригинально. Я думаю, что тот будет смотреться примерно так же. Острым секатором отрезаем черенок. Примерная длина 5 сантиметров. При срезании соблюдаем меры предосторожности, так как это молочай, и молочко, выделяемое из черенка, оно ядовитое. Вот видите, капелька собирается. Поэтому, если пользуетесь инструментами и работаете без перчаток, то старайтесь, чтобы на пальцы не попадала эта жидкость, так как в дальнейшем может перейти на слизистые оболочки. После обработки обязательно мойте руки. Я решил именно здесь срезать черенок, потому что здесь уже несколько отростков, и расти в дальнейшем будет это растение в форме такого кустика. Не пальмы, а кустика. Я специально перевернул срезанный черенок, чтобы показать молочко, которое выделяется на срезе. Сажать надо не сразу, а дать, когда это молочко подсохнет.
Это в зависимости от температуры примерно час, может полтора, может даже больше, в зависимости от ваших конкретных условий. Итак, молочко на срезе подсохло у нашего черенка, и мы можем сажать его в землю. Земля должна быть влажной, не мокрой, не сухой, а влажной. И мы вот таким движением просто углубляем черенок в почву. Углубляем примерно на 2-3 сантиметра. И слегка утрамбовываем. Если земля влажная, то можно сразу не поливать. Остальные растения в этом горшке были посажены точно таким же образом. И за месяц, может быть, за 2 месяца даже, увеличились в 2-3 раза. Вот такую красивую композицию создали. Ну вот и все, друзья. Если понравилось видео, поощрите лайком, пальцем кверху. Всем удачи, до свидания.